Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Сегодня я хочу поиграть либо же на гритерах, либо же я хочу поиграть на Ведьмака. На одной из двух сборок. В принципе и все. Тут не о чем больше говорить и как бы детали добавлять тоже. Хотя на самом деле из легендарных фигур здесь есть как бы Хан, есть в принципе и Цветка, и можно было бы что-то с этим придумать. Но на самом деле просто хочется немножечко насладиться игрой, там, знаете, ну, посмотреть свою удачу, насколько мне сейчас будет круто вести на ведьмачков, либо что-то еще. Уверен, что я буду не один такой в этой катке, потому что, ну, мне хочется на ведьмаках поиграть. Как это кто-то мне не испортит билд? Либо же на гритерах. Кто-то из них-то по-любому будет играть. Либо на гритерах, либо на ведьмаках. Одно из двух. Третьего, как бы, знаете, ну, не дано. Надеюсь, мне предметы еще со старта неплохо придут. Не, ну этот предмет, кстати, хороший. Если SF мне придет и гида придет, то я, в принципе, со старта могу хороший винстрик иметь. А так посмотрим. Так пока посмотрим. На самом деле, со старта бы мехов пачку. Было вообще шикарно. Можно было бы эльфами сыграть через билд волшебников. Тоже было бы неплохо. Но как-то... Как-то посмотрим, короче. Пока что как-то посмотрим. Лустрик со старта пришел. Почему нет? Я лустрик одобряю. Можно на лустрике. Тут на лустрике ж никто не хочет играть, я надеюсь. Но я надеюсь, что нет. На самом деле и на жрецах здесь можно было бы сыграть. Тоже прикольная тема была бы. Так, блинк я беру. По-любому беру блинк. Блинк для АТБ это прям как кровь из носа, он нужен. И кристалл бумаги, это как кристалл маны плюс 40. И было вообще замечательно. Кстати, ребят, я уже обращался в своих последних видосах о том, что мне срочно, не срочно, а нужно 70 подписчиков. Поэтому, ребят, кто меня сейчас смотрит, обязательно подпишитесь на канал, потому что мне осталось чуть-чуть до 1000. Чуть-чуть. Давайте вместе добьем это. И второй момент. Сейчас, дайте подумать тут немножко. Сейчас я лустрик поставлю. Вот так. Вот так. Вот. И еще один момент. У нас есть телеграм-канал, в котором я пишу о обновлениях игры, когда будут стримы, что по видосам и тому подобное. Плюс у нас есть там чат комьюнити, где мы все общаемся. Поэтому, кому это интересно, присоединяйтесь к нам. Вернемся к игре, смотрим внимательно, что никто на лустрике тоже не играет, спасибо им. Если будут приходить хорошо волшебники, я в принципе бы мог реально с эльфов начать. И в принципе потихонечку на винстрике выехать. Хотя на самом деле можно было бы, знаете, через убийц начать. То есть собрать ТБшку, собрать убийц и через него как бы играть. ТБшка это, если что, я его всегда называю Балтика девятки, потому что много ума играть на нем не надо. Вот реально не надо. Звери, кстати, неплохо приходят. Спасибо, конечно. Как бы два охотника на выдор, это может быть что-то да значит. Я, наверное, деревянную палку возьму. Она мне как-то больше нравится. Скорость атаки дает 20%. Почему бы нет? На нежити здесь нет смысла играть, потому что по-любому кто-то из них будет на шаманах играть. Возможно, тут и гритер нарисуется. Ну, скорее всего. Ну, короче, сейчас посмотрим, как оно будет приходить пока что. Потому что пока что мне на самом деле не ясно, на чем я буду играть. Я как бы взял по единичке себе фигуры. Но посмотрим. Буду отталкиваться от того, что будет приходить. Я надеюсь, хотя бы вот этот гоблин в двойку придет, он хотя бы одного, но сможет уничтожать. На самом деле у меня довольно слабый стол, потому что я получаю ровно по минус 5, а это очень много. Так, вот так вот. SF, кстати, будет больше, наверное, урона наносить, хотя я не особо уверен. Может. Я, наверное, возьму уровень. Я думаю, уровень взять это будет не ошибка. По крайней мере, я в это надеюсь. Что-то вообще пока друиды не приходят. Расширенный пул. Короче, пока как-то странно приходит. Объективно пока что странно. Но мне бы очень хотелось, чтобы пришло нормально. Но сейчас пока посмотрим, пока тяжеловато идет. Объективно тяжеловато. Может, реально я попробую на эльфов сыграть, чтобы не так много по лицу получать. Но мне пока не пришли такие нормальные эльфы даже. Мне пока ИТБ даже особо не приходит. У меня даже нормальных двоек нет пока что. Я уже молчу о том, что там у чуваков есть двоечки. Ну, блин, я даже никого забрать не могу. Это печально. Очень печально. По минус 5 ровно.
Даже уровень взял. Алло. Надо исправляться. Так, вот так вот поставлю. Мне кажется, 2 SF намного будет пожестче, нежели как-то так. Так, есть АМ. Тун-турун-тун-тун. Эльфы. Пока странно. Я как бы на устрики иду, но денег у меня вообще нет. Реально вообще нет денег. И волшебник даже есть. На самом деле, это кольцо я бы тоже скипнул, может быть, потому что, ну, как-то оно пока что... Ну, не скипнул в плане того, чтобы переделал, а именно отдал бы кому-то. У меня есть план, как сыграть на Ведьмаках. Но посмотрим, как оно будет приходить пока что. Буду играть это через стандартных друидов плюс... Друиды плюс. Короче, мне нужно будет 2 друида. Это лон друид и инча в тройку. Потому что их я буду, грубо говоря, перевоплощать. Вау. Возьму его, возьму ее. Конечно, по усилению у меня все вообще грустно. Вот реально грустно. Даже двоек никаких нету. А уже как бы, ну, 7-й раунд, у меня как бы по инкаму все грустно. Ладно, и это тоже скипну тогда. 10-й уровень. Через зверей я буду играть... То есть мне нужен Фурион. Точнее, мне нужен Лон-Друид. Мне нужна вот эта вот инча. Сделать их в тройку, потому что это самые быстрые тройки. Но, у меня пока по инкаму грустно. И по-любому кто-то будет. Но вот тут есть гритер. И вот это вот гритер. Вот, он на гритере прям хочет сыграть. Кунг-фу. Ну, я буду стараться, конечно, чтобы у меня получилось на чем-то другом сыграть. Точнее, ну, мою задумку реализовать хочется, как бы. Но просто сейчас даже, вот как видите, я парочку человек не могу вынести. Вот это вот обидно. Даже парочку. Где мой... Кто? SF, правильно. Где мой SF? О, SF. Лондруид. Фу, Лондруид. Короче, вы поняли. Можно было бы, конечно, поставить сейчас Разора, но у меня никакого мана-регена нету для него. Мне и нежить, в принципе, неплохо приходит. Но нежить это бессмысленная синергия. Ну, топ-2, топ-3 максимум. Эгида у чувака, вон, в двойку. Ладно, тренд мне пригодится. Тролль мне пригодится. Просто уже... Сколько я по минус 5? Я уже несколько раундов по минус 5 получил. Я никого не забрал. То есть там огромные чуваки. Ну вот хотя бы сейчас 2 забрал. Окей. Но все равно минус 5 получу. Ну даже минус 7 получил. Как-то плохо. Так, а что это? Сейчас мобы будут? По-моему, да. Поэтому мне нужно усиление. И, наверное, я сделаю так как-то сейчас пока. Просто по усилению. Даже вот такой вот стол, он слаб. У меня очень слабый стол. Ну вот к гадалке не ходи, но стол просто слабейший. Так, палку отдай, кстати. Как же это исправить? Как же это сделать? Как же улучшить себя? Ну... На самом деле никак. Просто терпеть пока что. Пока что я не выйду 50 монет. Хотя на самом деле с таким вот столом и у меня очень плохая экономика. Играя через лустрик, она должна быть намного лучше. Но как мы видим, лучше не хочет. Я пока волшебника продам все-таки. Так, давай, тролль, накидывай свои топоры. Когда ты против меня играешь, ты топоры кидаешь просто... О, молодец. Молодец, тролль. Красавчик. Услышал меня. Ой-ой-ой. У меня реально все плохо. Хм. Лучше посох. Мало ли там эльф нарисуется, а у меня как бы некогда дефать будет этого эльфа. Поэтому это, в принципе, в порядке вещей. Сложно. Эгида или 2 SF.
Там у чувака уже эгида есть двойку. О, понятно. Сейчас не закастует, и я получу еще миллион. О, он еще раз сумонился. Сложная игра. Гритер пришел, кстати. Но тут уже есть один гритер. У меня просто для гритера даже людей нет никаких. ТБ уже нарисовал. Боже, ну почему мне не приходит ТБ? Ну каким образом? Ух. Ладно. Окей. Окей. Иди сюда. Он в двойку себе ТБ собрал. Хорошо. Гритер, значит. Значит, гритер. Сейчас мы разберемся с ним. Ой-ой-ой. Забыл предмет отдать. Кстати, блинк надо убрать. Потому что, видите, когда он там кастует, в этом нет никакого смысла. Боже, как я много получаю минуса. Легкая игра не светит мне, судя по всему. Как я говорил в начале, легкая игра мне, походу, не светит. Ну ладно. Будем терпеть. Но я бешусь с того, что чуваку пришел ТБ. Вы посмотрите. Где он? 2 ТБ. У него 1 ТБ в двоечку с хорошими шмотками. И вот уже еще один нарисовался. И он сейчас делает себе 4 зверя. Короче, понятно. Это будет сейчас взрыв моего... Как это правильно сказать? Короче, это будет взрыв моей 5-й точки. Можно было бы вообще сейчас шаманов выйти и не париться. Я бы шаманами мог бы затащить как-то. 4 шамана поставить. Если сейчас шаман придет еще один четверка, то в принципе почему нет? Минус в том, что мне просто на 8 уровне надо ролиться. Я раньше не могу ролить. Да ладно, гритер. Гритер. Я в гритера чуть больше верю, чем, допустим, шамана. Гритер, он просто более стабильный. Я сейчас даже уже ролить начну. Потому что это будет неплохо. Хотя и шаман пришел. Сейчас, короче, как-то так попробуем. Хотя, может, эльфов. На самом деле, эльфы тут неплохие будут. Тут уже чувак уже собрал. Эх, определиться бы заранее, что я хочу. То я сейчас то хочу, это хочу. А что потом? Ну, подхиль! Боже, как ты расплодилась, чудовище. Вообще не моя игра, походу. Обалдеть. Ну, такого у меня давно не было, когда меня так выносили. Чувствую себя реально беспомощным. Помогите, спасите. Ну, надо эльфов ставить. Да, я поставлю эльфов. На эльфов я камбэкнуть смогу быстрее. Просто там уже есть один чувак на мартретке, и мне тяжело будет. Хотя может и так играть. Только надо Марси найти, скорее всего. Тут ЦМ-ка уже есть, кунг-фу есть. Чувак на мартретке тоже есть. Я опасаюсь ТБ очень сильно. У него огромный ТБ, ну просто. Громеднейший. Надо ролить. Сейчас буду просто сидеть, ролить. До посинения. Кстати, вот. Один есть. Так, Эгида, ты, конечно, молодец.
Рыжий лис приходит. Ну ты что, издеваешься? Ты сильно крутой для меня, рыжий лис. Звери, что ли? Ну звери... Звери могут развалить. Причем в легкую могут развалить. Я еще расстановку забыл сделать, боже. Ладно. Застанем. Не, надо на эльфов играть. Я уже буду пытаться камбэкать. Тут кунг-фу, этот. Надо на эльфов пытаться играть. Сейчас на 7 буду просто ролиться. Так, по лицу мне от эгиды хорошо пришло. Может, получится. Ну, в принципе, на самом-то деле, вот Трентуху за просто сделать огромным, и он, в принципе, может хорошо камбэкать. Вот даже сейчас, как мы видим. Просто 9 эльфов, они очень сильные. Особенно со старта, когда чуваки просто их не ожидают. Да, я буду через эльфов играть. Просто буду потихоньку камбэкаться, пока ТБ не найдет себе там жертву. Лундруид пришел. Да ты издеваешься. Когда надо, мне лундруид так рано не приходит. Мне приходит он, ну, когда-то, но не сегодня. Знаете, вот такое выражение. Вау. Не, ну надо апать. Ладно, и вы вдвоем гуляете. В Трентуху отдам тогда так. Ведьмак пуловый, окей. Так, это Гриттер. Кстати, я из Эфа могу апнуть прям огромного. Чувака тут я вынес, тут тоже вынес. Хорошо, отлично, отлично, отлично. Мартретку просто я возьму, переделаю потом. Я ее буду поднимать. Кира. Не, Кира, конечно, круто. Может, Марси? Это опять у меня, знаете, такая неопределенность, на чем лучше, кого лучше керить. На самом деле, из них бы всех я бы выбрал, наверное, Луну. А кто лишний? Так, стоп. Не, давай Луну. Луну я хочу попробовать Луну закерить. Ни разу ее не керил. Дум тогда, кстати, мне тоже не нужен, хотя Дума можно было бы оставить вместо СФ. Но СФ это магический мой урон. Но эта тварь может заткнуть. Задумить просто чувака может спокойно, но этот может закастить хорошо. Я даже не знаю, кто из них будет сильнее в таком плане. Вот серьезно даже, ну, представить не могу, кто сильнее будет. Кстати, плюсы, когда тролли становятся иллюзией. Все пассивки, которые работают от этого тролля, они будут возвращаться. Где мой тренд? Реально, где мой тренд? Мне как бы, ну... Я даже на самом деле, ну, я в замешательстве немножко, потому что как бы... Doom, он может закрыть лицо ТБ, и ТБ сможет не перевоплотиться в таком случае. Но это такой, знаете, шанс маленький. Кого еще я могу задумать в таком плане? На самом деле много кого я могу задумать. Луну можно оставить. Чисто, ну, почему нет? Она там кидает иногда что-то, но урон она наносит. Как-никак, у нее массовый урон. Ее даже можно иногда вместо Мартретки сделать. О! Усиление. Смотрите, ребят. У меня сейчас один демон стоит. И 2 друида.
того у меня сразу максимальные друиды. И поэтому я нажимаю один клик и делаю его 3-го уровня. Меня просто спрашивали один раз, когда, ну, типа, как? Как? Все просто. Вот так. Так, мана плюс 50. На самом деле, я даже не знаю, кому лучше тогда шмотку-то закидывать. Но, наверное, вот так вот лучше. И я, наверное, сделаю вот так вот. Хотя Трентухи, ну... Короче, как-то так пока. У меня есть 24 монетки. У меня, в принципе, даже я могу вот эти вот мана плюс 50, на самом деле, ему вообще не надо. О, магическое сопротивление 25. Отлично, давай. Бесполезно, но давай. Так, теперь яйцо ему спокойно наставить на... мою мартредочку. Но там мартредка у чувака уже их несколько, и это плохо для меня. Не знаю, может так СФ это правильно, конечно, а может неправильно. Я пока в замешательстве небольшом. Ну, кстати, сейчас я, скорее всего, чувака вынесу на эльфах. Ой, на ТБшке. Минус, кстати, в том, что у меня ТБ нереально долго ману регенит. Тут огромнейший минус в том, что он нереально долго ману регенит. Это прям огромнейший минус. Нереально долго ману регенит чисто из-за того, что у него есть... Кстати, блин, 2 СФ я не убрал. Ну, я не знаю, я думаю хочу. Сколько урона я в СФ нанес? 1000. Нет, значит, я СФ извини. Ты прости меня, пожалуйста, СФ. Не обижайся, конечно. Где мои усиления? И вот скажите, что это просто скилл. Я на таком вот... Ладно. Это просто скилл. У меня даже 11 банок есть, кстати. Аббастерс. Ведьмак. Ну, хорошие шмотки, кстати, у этого ведьмака. Ни в коем случае неплохие. Мне бы, знаете, благодать Дроси еще поймать, было бы хорошо. Йо. Просто 400 урона с руки, но... Я каким-то образом это выношу. Но это чисто до того, пока МКБ они не нашли. Найдут МКБ, то все, я откисаю. Это те мои улучшения, алло. Обалдеть. Ну, я в шоке, честно. Одну мартретку я точно так апну. Гадалки не ходи, но так лучше апнуть. Ну, это просто жестко. Сколько я потратил усилий и... Надо, кстати, Дума поставить вместо СФа. Дум все-таки, как по мне, будет намного эффективнее. Вот я верю в Дума как-то больше, чем в кого-либо из них. Ну, кстати, посмотрите, как меня рыцари задефали. 6 рыцарей, 6 людей. Но от хила, конечно, минимум. Чисто Котл единственный, который меня задувает вместе с Омником. Боже, как это жестко выглядит. Просто один тренд жует их. Если бы не Радик упал, было бы вообще песня. Плюс в том, что я реально могу свою сборку просто переделать. Вдруг чего, я могу ее спокойно там против морских поставить, против кого-либо еще. Баночки на хп у меня есть, я их не трачу. Вот здесь вот, видите, 9 магов есть. Вот против 9 магов, скорее всего, мне реально морских надо будет поставить, и я тогда буду выносить. Я вот возьму на всякий случай вот эту цацку. СФ я скипну. Спасибо, Луна. Улучшение. Я, кстати, наверное, пока в нее шмотки закину. У меня как-то, знаете, доверие к ней больше. Хотя, может, и не стоит так ей прям доверять. Хотя не, наверное, так. Ну вот, 9 магов сейчас передо мной.
Я пока отхил себе сделаю. У меня там было 20 чем-то хп. О, 57 хп. Но мне сейчас очень много снесет, кстати. Это проблема будет для меня, когда он будет приходить. Там. Сложная игра. Ну, объективно сложная игра. Просто не понимаешь, кто против тебя будет и как он будет, и из-за этого оно сложновато чуть-чуть. Знаете, как-то на моральку давит. Тут вот 9 эльфов тоже чувак собрал. Мою эту мартретку забрал. 9 магов против меня. Вот как бы магов здесь много, но здесь есть еще и ведьмаки. Пока у чуваков нету МКБ, я могу спокойно играть. Чувствовать себя спокойно, там, знаете, вот так. Еще маска берсерка упала, отлично. Ой, кому отдал? Ну, такое, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Как-то так, знаете, ну, неубедительно. Манна, ну, на самом деле, это все надо скипнуть. Ой-ой-ой, какой бред мне упал, ну ладно. Две мартретки надо, плюс яйцо, и все. И будет замечательно. У меня 42 хп. На самом деле я очень мало хп восстановил себе. Вот по сравнению со всем я реально очень мало себе восстановил хп. Вот эту хрень надо скипнуть. Духовный талисман плюс 25, либо же... Наверное, я скорость атаки возьму. Мне нужна скорость атаки. Чем больше, тем лучше. Может, кстати, Doom успеть закастить свои способности и тем самым сможет кого-то задумить. Возможно, мне стоит забрать у этого двухстволку. Так, это фуловые эльфы. Какая мартра... О, Battle Fury у него. Отхил. Жестко. Ну, кстати, благодаря, что у меня, ну, благо, что у меня есть вот этот вот предмет. Это как-никак, но 50%, каждая вторая птичка 100% попадает. И тем самым я могу спокойно выносить. 4900 набило. Ого! Ого! Ладно, яйцо тыкну. Я просто еще думал, может как-то по-другому, может что-то как-то иначе. На самом деле, типа, мартретка, она сильная. Но у нее и свои есть минусы, конечно. Может быть, реально луну поставить придется. Потому что 9 магов это, ну, не шутки. 9 магов это будет больно. Не знаю. Опасно, короче. Против 9 магов очень опасно. О, еще и шаманы есть, тем более. О, Дум по всем. Вот это вот Дум. Вот это вот красиво было. Видели, как задумил? Просто по всем задумил сейчас. А где моя мартретка? Она уже сдохла? Или еще жива? Так, откисни, шаман. Давай, пока, море. Море, а тебя он что, в двойку или что? Боже, в двойку нашел. Обалдеть, он еще его закерил. Боже, но у меня проблемы. 9 магов, как бы это проблема. В один прекрасный момент просто он появится и все. Да где моя мартредочка, ну? Ну, ой, яичко, все отлично. Мартредочка в троечку. Вот это уже вот хорошо. Минус в том, что здесь 9 магов. Но против 9 магов я еще, ладно, я реально еще против 9 магов как-то смогу сыграть. Проблема в другом. На самом деле он мне так долго не приходил, точнее так давно, поэтому мне, скорее всего, стоит реально пересмотреть сейчас свой билд.
И, наверное, поставить все-таки что-то против магии. Он давно ко мне не приходил, вот реально давно не приходил. Скорее всего, стоит мне реально сейчас поставить морских. Куанг. Когда последний раз ты ко мне приходил? Четко только боя. Куанг. Пекент. 2, 3, 4 боя назад, да? Раз, два, три, 4 боя назад. То есть еще у меня, наверное, время есть. Я просто не уверен, есть ли у меня время. Я сейчас говорю, что типа, возможно, время есть. Я, наверное, Луну тоже буду апать. Типа, почему нет? Ой, блин, он пришел. Я не хотел. Я очень не хотел, чтобы он приходил именно сейчас. Слезы. На самом деле, Луна, я так понимаю, она неплохая керри. Ну, если ее только апнуть. Есть... Ведьмак — это проблема. Это заноза в одном месте, а не проблема. Я так это назвал. Так, ко мне маг приходил. По идее, он прийти не должен. Есть еще кунг-фу. Ну, тут жесткий этот... Кунг-фу, ладно. Он... Ну, на самом деле, кунг-фу меня может пошотать в некоторых моментах. Но, в принципе, шанс у меня есть. Чем меньше будет у меня вариаций, тем лучше я смогу сыграть. Тут чувак как бы такой себе, но, в принципе, может. Мне бы какой-то радик выпал бы, было бы хорошо. И БКБшечка. Вообще было бы идеально. О, магическое сопротивление. Вот это хороший предмет. Хороший предмет. Теперь я хочу скипнуть парочку предметов, которые, ну, объективно мне не особо нужны. Эльфов же здесь нет, эльфов же здесь нет. МКБ у тебя есть, МКБ нет. У тебя есть рефре... Ой, как ему повезло. Ну все, скорее всего. Радик, либо Кираса. Ну, в данном случае Радик. Либо же Мьёльнир. Я думаю, Радик. Я возьму Радик. Это жестко. Ну, просто, это просто жестко. 9 магов-то я законтрю еще каким-то образом. Но вот это с рефрешером, это просто полная... Так, ну это орк. На самом деле, наверное, просто Мьёльнира надо было бы взять. Сейчас ко мне будут приходить ведьмачки. Пока что. Так, море вынес ведьмачка одного. Он там на мага бузит. Разор в тройку, рефрешер. Но есть за что бузить на самом-то деле. Блин, ну есть шанс, что сейчас ко мне либо шаман придет. Ой, честно, я в замешательстве, что поставить. Ко мне сейчас может ведьмак прийти. Он мне просто так чердак оторвет, что минус 28 будет. И шансы... Сейчас, по идее, должен шаман прийти. Пришел орк фуловый, но, по идее, должен шаман. Вот. Не успел ТБ, конечно, шотнуть. Но тут... Так, это орк откис, да? Так, ну этого я еще хорошо вынес. Окей. Окей, отлично. Останется, получается, сейчас шаманчики и маги. Все. Один откис. Один откис.
Мне, в принципе, хорошо то, что он откис. Так. Маг. Ну, друид ко мне приходил. Давайте так, друид ко мне приходил, значит, надо морских поставить. Но уклонения много у меня не будет. Так, вот, шаман, хорошо. Но против шамана мне, в принципе, нормально то, что я морских поставил. Там есть физбилд, окей. Но там, похоже, я откис. Ну, кунг-фу. Боже мой. Боже ты мой! Меня бесит кунг-фу. Знаете, что самое бесячее сейчас будет? Если я сейчас выставлю морских, и придет ко мне вот это вот, ну, я не знаю, как это назвать просто еще. Если сейчас еще раз он ко мне придет, это будет полный бред. Я надеюсь, он не придет. О, маг пришел. Против мага у меня еще есть шансы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. -3. Я доволен, что -3. У меня бы сгорело, если честно. Ну все, мне надо теперь только в магический билд выстраиваться полностью. Маска или криты. Блин, вот эти все предметы, они хороши мне, понимаете? Они мне хороши. Что маска на отхил, я ее беру. Это надо. Это надо. Вот кровь из носа, это надо. И все получается. А что мне еще делать? Но на самом деле мне надо поближе, наверное, становиться, чтобы как можно быстрее шотнуть чувачков. Жалко, мне лук не упал. Я бы поставил луну, она бы там с километража накидывала. Сейчас всех просто впритык поставлю и вынесу мага напрочь. У него лина там огромная с регеном. Топор хрустальный мне упал, хорошо. Так, ну что, дорогой мой. Время хороших историй. Ой-ой-ой, какой предмет. Какой предмет? Ну вот обезоружь хочу отдать. А этот предмет себе закинуть. Вот это сюда. Хотя нет, сюда. Он расставляется. Ты думаешь, тебе это поможет? Сладкий мой. Не, ну, кстати, может помочь. Да, покучнее, покучнее, покучнее. Покучнее, ну кучнее, кучнее надо становить. Я говорю, кучнее их нужно поставить. Кучнее, понимаешь? Кучнее, чуть ближе. Кстати, убил. Не, это было красиво. Ну вот, ну как бы против магов нужно все-таки шар бездны. Был бы у меня шар бездны, и, ну, мне надо было, наверное, не искать какую-то там масочку, мне надо было искать шар бездны, просто от мага защититься. То есть вот огромный минус в том, что я не защитился. Был бы у меня шар бездны, все, я бы гарантию даю, чтобы я выиграл эту катку. Это была очень красивая игра. Это красиво, это реально красиво было. Чувак на ТБ... Кира попалась бы ему БКБ, я более чем уверен, что он бы выносил бы. Ну, а чел, кстати, красиво сыграл, у него там башек, у него там все, магический урон, как бы, ну, это красиво было.
Просто надо было искать мне шар бездны, а не искать какую-то шмотку последнего тира. Шар бездны бы нашел, я бы уверен, что бы выиграл просто налегке. Ну, как-то так. Это, в принципе, было круто, мне понравилось. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо за то, что меня смотрите. Оставляйте свои лайки, комментарии. Поэтому еще подпишитесь на мой канал, кто не подписан. Осталось 70 человек, ребят, 70. Это не 200, 300, 500, а 70. Поэтому всем огромное спасибо, кто мне прислушается и подпишется. Всем удачи.